Какие у вас возникают ассоциации с названием «Остров Калимантан»? У меня в детстве в учебнике географии этот далекий остров назывался именно так, и для меня главными ассоциациями всегда были бесконечные джунгли, населенные удивительными и опасными животными. Только намного позже я узнала и название Борнео, и то, что древние джунгли понемногу исчезают вместе с их обитателями. Поэтому, когда нам пришла идея поехать понырять на Борнео, я никак не могла отказаться и от наземной части путешествия, чтобы погулять по джунглям и увидеть самых знаменитых калимантанских животных – орангутанов. Всем привет, меня зовут Елена, вы на канале «За мечтой. Дайвинг и путешествия». И сегодня в видео мы отправляемся в деревню Сипилок в северо-восточной части Борнео, в малайзийском штате Сабах. Почему Сипилок? Это самый простой способ увидеть настоящие джунгли и разных диких животных, так как здесь находится реабилитационный центр орангутанов и малайских медведей, а также заповедник с тропическим лесом Rainforest Discovery. Чтобы добраться до Сипилока, логичнее всего лететь в город Сандакан, который находится всего в 40 минутах на машине. Там есть международный аэропорт с рейсами, в том числе и из Куала-Лумпур. Мы добирались на автобусе. Из столицы штата Кота-Кинабалу можно взять билет на автобус, который идет до Сандакана. Ехать примерно 7 часов. При отправлении из Кота-Кинабалу водитель заранее спрашивает, кому где выйти, но билет покупается все равно до самого Сандакана. Населенного пункта Сипилок как такового мы не увидели. Жили в двух разных отелях, и в обоих кафе и магазинов в округе не было. Есть приходилось только в отеле, кухня работает по часам, поэтому лучше запасаться закусками заранее на всякий случай. Первый отель мы забронировали на Агоде, и он оказался не самым удачным. Во-первых, отель был расположен на отшибе. До реабилитационных центров было на самом деле далеко. Выручал бесплатный трансфер 2 раза в день, но все равно было не очень удобно. Во-вторых, сами домики походили на пионерлагерь и были сколочены из какой-то фанерки, хотя надо сказать, что все было достаточно чисто. И в целом территория производит впечатление какой-то заброшенности, хотя виды красивые. Зато у нас в домике был экзотический открытый туалет с видом на джунгли для полного единения, так сказать, с природой. Но это единение нас не впечатлило, поэтому мы переселились поближе к реабилитационным центрам, где за те же деньги получили огромный, достаточно хорошо оборудованный номер. В обоих отелях завтрак был включен, остальную еду можно было заказывать отдельно. Отель, который нам понравился, назывался Сипилок Bed and Breakfast. Наш номер стоил 180 рингит за ночь. Для перевода в рубли можно умножить на 20, в доллары разделить на 4,5. Тут достаточно красивая и ухоженная территория. На ресепшн можно заказать экскурсии, такси или просто купить чипсов и дошираков, когда кухня не работает. Для экономии бюджета многие останавливаются в Сандакане, потому что там дешевле и есть вся инфраструктура, вроде магазинов и ресторанов. А в Сипилок ездят с турами или на такси. Самый лучший вариант в этом случае, конечно же, арендовать машину. Первый пункт нашего пребывания в Сипилоке – реабилитационный центр орангутанов, где почти гарантирована возможность увидеть этих замечательных приматов. Центр был основан в 1964 году и занимается, как видно из названия, реабилитацией осиротевших и раненых орангутанов, подготавливая их к возвращению в дикую природу. Центр занимает огромную территорию в 43 квадратных километра. Обычно туристы посещают небольшую часть, где 2 раза в день происходит кормление в 10 утра и в 3 дня. Билет на целый день стоит 30 рингит. При посещении надо сдавать все сумки и рюкзаки в камеру хранения. За фотоаппарат надо платить дополнительно, причем разделяют маленькие и большие камеры. За телефон денег не берут, а экшн-камеру можно просто убрать в карман и не показывать. Так как билет дает право посещения на целый день, я бы советовала идти на оба кормления, так как утром обычно очень много народу, в это время привозят организованные туры, при этом еще и очень жарко. Народ приходит заранее и старается занять места в первом ряду, чтобы лучше видеть платформу для кормления. Толкаться у нас желания не было, поэтому все лучшие видео у нас получились с дневного кормления, когда народу было значительно меньше.
Орангутанов подкармливают одной и той же едой каждый день, тем самым стимулируя, чтобы они были более самостоятельными и искали пищу сами. На всех информационных стендах написано, что даже кормление не гарантирует стопроцентный шанс увидеть орангутанов. Если орангутаны не пришли, это означает, что реабилитация проходит успешно. Во время кормления нам удалось увидеть только 2 орангутанов – маму с детенышем и одного подростка. Кроме орангутанов, к платформе прибегает толпа мартышек, да есть то, что оставили высшие приматы. И наблюдать, как они дерутся, тоже очень интересно. После кормления мама орангутана отправилась гулять по туристическим дорожкам, но смотрители не давали подходить слишком близко, пришлось смотреть издалека. Судя по отзывам, орангутанов можно увидеть и вне платформы, но это сильно зависит от удачи. Еще в реабилитационном центре есть так называемая nursery. Это отгороженная часть, где живут менее адаптированные особи, но при желании они также могут уйти в основную дикую часть центра. За nursery можно наблюдать через стекло, как в зоопарке. Тут тоже 2 раза в день проводят кормление. Здесь мы увидели интересную сцену, как здоровый орангутан разгонял быдло мартышек, которые набежали, как только ушел смотритель. А еще у меня получилось отличное фото на злобу дня, которое я бы назвала «Этапы эволюции». Тут же неподалеку расположен реабилитационный центр солнечных или малайских медведей, билет в который стоит 50 рингит. Солнечные или малайские медведи – это самые маленькие из семейства медведей, в 10 раз меньше белого и не намного больше детеныша бурого медведя. Давай, Фима, я тебя сфотографирую с русским медведем. Так это я и есть. На входе очень понравились фигуры разнообразных медведей со всего мира, где, естественно, есть и наш бурый. Смотри у нашего какое лицо, как будто он уже выпил. Организован центр скорее как зоопарк, только с очень большими вольерами. Солнечные медведи очень милые и плюшевые, но рычат, когда дерутся, прямо как большие. А еще они периодически как будто гавкают. Много времени на медведя отводить не стоит, 1 часа нам вполне хватило. Мило, но для посетителей это все равно выглядит как зоопарк, а нам, конечно же, хотелось дикой природы.
На следующий день мы отправились в заповедник Rainforest Discovery. Он находится всего в 5 минутах от Сипилок Bed and Breakfast. Билет на целый день тут стоит 30 рингит. Идеально распланировать посещение на утро, потом сделать перерыв на обед и вернуться ближе к вечеру. Официально парк закрывается в 5 вечера, но с территории никто не выгоняет. Можно гулять хоть до темноты. Центральная часть заповедника оборудована как парк с хорошими дорожками. Есть красивый пруд с подвесным мостиком, где можно сделать классные фотографии. Есть несколько высоких башен для наблюдения за птицами, которые соединены мостами. С такого второго этажа открываются очень красивые виды на джунгли. Естественно, больше шансов заметить что-то интересное, если нанять гида. Но даже мы сразу увидели множество птиц, и тут и там по веткам скачут мартышки. Вот тут на стенде перечислены все виды птиц, которые можно увидеть. Местные птицы. Офигеть. Трискосень. Вот там кто-то скачет. На одной из башен нас застал тропический ливень, во время которого виды стали еще красивее и экзотичнее. И мы просто просидели там какое-то время, наслаждаясь дыханием джунглей. В парке также есть несколько пешеходных маршрутов разной степени сложности. Все трейлы обозначены на карте, которые выдают при покупке билета. Есть даже одна пешеходная тропа длиной в 7 километров в одну сторону, которая выводит за пределы парка к мангровым зарослям. Вот, похоже, начинается самое интересное. Естественно, начав с простенькой тропы, мы немедленно заблудились и в итоге сделали целый круг по заповеднику, о чем ни на минуту не пожалели. Фима, расскажи, что происходит. Мы заблудились. Просто свернули не туда. А отряд наш возглавляет Сусанин. Поэтому приключения начались. Это же знаешь вот это. Мы идем по навигатору. Вот мы и пошли по навигатору. В процессе блужданий нашли несколько деревьев-гигантов. Зацените масштаб. Рядом с этим необычным деревом нахватали в кроссовке пиявок, поэтому, гуляя по джунглям, лучше позаботиться о плотных носках и закрытой обуви. Около небольшого водоема я увидела в кустах циветту, небольшого тропического хищника, по виду похожую на куницу. Это было большой удачей, потому что циветты выходят в основном по ночам. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, но когда я потянулась за камерой, она сбежала. Уже на обратном пути мы наткнулись на целую стаю свинохвостых макак, которые доставили нам пару волнительных минут. Макаки шли прямо на нас с довольно угрожающего вида самцом впереди, и непонятно было, как они будут на нас реагировать. А из средств самозащиты у нас была только палка для гоупрошки. Ну а кроме того, мы увидели многое из того, что может предложить тропический лес. Ящериц, огромных муравьев и жуков, страшноватых гусениц и множество интересных растений.
Ну а для полноты впечатлений в Rainforest Discovery можно забронировать ночную прогулку с гидом. Ночная прогулка стоит отдельно 30 рингит, начинается сразу после захода солнца и занимает 2 часа. Фонарик в эту стоимость не входит. Можно взять свой, но это не обязательно, так как большую часть времени мы все равно старались не светить, чтобы не распугать животных, полагаясь на гида. Группы достаточно большие, возможно, тут как раз лучше раскошелиться на индивидуальный тур. Прогулка начинается на одном из мостов, чтобы посмотреть белок летяг. Если задержаться в парке по обычному билету, можно увидеть то же самое абсолютно бесплатно. Вот такой лайфхак. У гида с собой есть красный фонарик, чтобы никого не распугать, и указка. Несколько раз он оставлял группу на тропе и уходил в чащу что-то выискивать. Первые полчаса поисков ничего не происходило, но потом он таки что-то нашел и сразу бинго! Гид нашел маленького, медленного, или как они еще называются, толстого лори. Не спрашивайте, почему такое название. Это невероятно милое существо, больше похожее на игрушку. Даже не верится, что такое может выжить в дикой природе. Кроме лори, в оставшееся время гид показал еще пару видов птичек, жуков и маленького питона. Еще одну циветту, но сильно в кустах. Вроде ничего экстраординарного, но впечатлений добавила, и своих денег экскурсия однозначно стоит. Сипилок нам очень понравился. Мы бы с удовольствием задержались тут еще на пару дней, погулять в тропическом лесу или просто почилить в отеле. Для посещения Сипилока и его заповедников я бы отвела минимум 2 дня. Один, чтобы посмотреть не торопясь орангутанов и солнечных медведей, и один на прогулку по парку Rainforest Discovery. Если приезжать на один день из Сандакана и быстренько пробежаться по всем центрам, мне кажется, потеряется большая часть шарма этого места. Ну а если вы фотограф-любитель с качественной камерой, тут можно зависнуть и на неделю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мне хоть немного удалось передать атмосферу борнейских джунглей. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас последняя серия наших приключений на Борнео. Нет, я просто...